Всем здравствуйте! Сегодня вашему вниманию я предлагаю удлиненный жилет. Хочу с вами поделиться мастер-классом на данное изделие. Весь он у меня в кадр не помещается. Изделие, я сейчас вам скажу, сколько оно в длину. Такой вот удлиненный жилет. По бокам имеются разрезы. Разрезы высокие и V-образная горловинка. По переду изделия 3 пуговки. Давайте я вам скажу параметры данного изделия, сколько оно у меня получилось в длину. Значит, если от плеча до низа изделия 82 сантиметра. 82 сантиметра. У меня рост 1,62 м. Ну, в ширину я не знаю, нужно или нет. Ну, приблизительно скажу, что в ширину данное изделие вот 41, да, получается 41 сантиметр. Изделие вяжется просто. По большому счету, как бы спинка это прямоугольник с вырезами для пройм, да, то есть мы делаем с убавлениями для пройм. То есть вот если по спинке смотреть, то есть, да, вот мы видим спинка. Снизу, как мы набрали, я сейчас расскажу, что как набирала. Узор покажу, как вяжется. Узор простой, но такой достаточно интересный. И выемка для горловины. Здесь у меня совсем небольшое углубление на шею. Я делаю абсолютно маленькое. А полочки тоже 2 прямоугольника. Только здесь единственная V-образная горловина. И все. Связано из бобинной пряжи. Значит, у меня остались вот моточки. Где-то на изделие ушло примерно 300 граммов. Вот это бобинная пряжа. Из магазина пряжи это я заказывала. Такой цвет. Передает в точности на камеру сегодня. 4 ниточки. То есть я перематывала сразу же себе, зная, что это изделие у меня будет в крючке. Хотя сиреневая кофта у меня такая фиолетовая. Тоже 4-нитка. Но вязала я на спицах. И очень комфортное изделие. Ну, так смотала, решила попробовать в крючке. Причем это у меня единственное изделие на сегодняшний момент, связанное из бобинной пряжи, но крючком. Так в основном все остальные изделия у меня связаны спицами. Очень комфортное изделие. Весной, осенью ходить, когда спинка должна еще, мы должны прикрывать и беречь, потому что сквозняки могут быть. Хотя вот оно такое, да, мы видим воздушное, но тепло дает. Тепло дает. В нем не жарко, но комфортно. В принципе, для меня, как все вещи, полумеринос. Ну что ж, давайте разберем, как я вязала данное изделие. Итак, для начала давайте разберем, как вяжется данный узор. Узор очень простой. Здесь дорожки из столбиков с накидом. Это 5 столбиков с накидом. И вот такой вот веерочек. Значит, раппорт узора 5 и здесь 9 петель, 14 петель. И дальше продолжается. То есть, как я здесь сколько набирала, я сейчас попозже это все расскажу. Давайте сейчас разберем, как вяжется данный узор. Я набрала, чтобы у меня был вот так вот. 5, узор и 5. Провязала первые обычные, значит, петельки воздушные. И провязала столбиками без накида. Значит, 3 петли подъема, переворачиваем вязание и вяжем. У нас с края будет 5 столбиков. Первый столбик это 3 воздушные петли. Значит, 2, 3, 4, 5. Теперь 4 воздушные петли. Внизу мы пропускаем 3 столбика, а в 4-й соединительный столбик делаем.
еще 4 воздушные петли и вяжем. Здесь пропускаем 3 столбика и вяжем столбиками с одним накидом. Да, я тут, наверное, немножко приврала. Значит, получается 5 плюс 7, 12. 12. Ну, значит, у меня здесь будет 7. Немножко не так я посчитала. Значит, все оставшееся я провязываю столбиками с одним накидом. Ну, у меня 7 получится, раз я неправильно посчитала изначально. У меня 7 столбиков в начале своего изделия. Так, второй ряд 3 петли подъема. Я здесь 6 провязала. Значит, 3 петли подъема. Опять эти столбики у нас так и вяжутся, столбик над столбиком. Далее мы провязываем следующим образом. У нас провязывается 3 воздушные петли. Вот в первую арочку мы соединяемся столбиком без накида. Дальше у нас 4 воздушные петли. И во вторую арочку мы присоединяемся столбиком без накида. 3 воздушные петли. И дальше мы провязываем над столбиком с накидом столбик с накидом. Где у нас было 3 воздушные петли, самую верхнюю петельку мы провязываем столбик с одним накидом. 3 петли подъема, переворачиваем вязание. Начало вяжем также. Далее что мы делаем? Мы провязываем 2 воздушные петли. И далее у нас будет 1, 2, 3, 7 столбиков с одним накидом, но еще будут столбики с пико. Значит, вот в среднюю арочку, вот в эту, мы провязываем столбик с одним накидом. Далее мы провязываем 3 воздушные петли вверх, делаем пико. Опять сюда провязываем столбик с одним накидом. Так, 2. Третий столбик провязываем, 3 воздушные петли. Пико делаем. Столбик с накидом. Следующий столбик с накидом и делаем пико. 1, 2, 3. И вот сюда в основании 2 петельки поддеваю соединительным столбиком. Столбик с накидом. Так, сколько я уже провязала. И последний столбик с пико. Столбик. 1, 2, 3. И делаю пико. Далее 2 воздушные петли. Ой, 2. И провязываем столбиками с одним накидом. Вот такой вот у нас веерочек получился. Три петли подъема,
Переворачиваем изделие. Клубочек, моточек мой. Значит, вначале у нас все так и остается. Так, а теперь мы вяжем 5 воздушных петель и в средние нам нужно. Значит, у нас вот это среднее пико нам нужно соединительным столбиком. Так, сейчас я посмотрю. Нет, не в пико, не в пико. Значит, тут у нас 4 пико. Вот эти два пропускаем. И вот в этот вот столбик нам нужно соединиться столбиком без накида. 5 воздушных петель и столбик с одним накидом. Дальше провязываем. А вот здесь я набирала 4, я неправильно сделала. Вот здесь тоже 5. Угу. 5 нужно было здесь набирать столбиков. Ой, 5 воздушных петель. Не столбиков, а 5 воздушных петель. Так, ну я сейчас еще разочек, значит, вверх. То есть вот здесь 5. Хотя можно... Да нет, 5 нужно. И следующий ряд, то есть у нас повторяется. Мы вяжем 3 воздушные петли в первую арочку соединительный столбик без накида, 4 воздушные петли в следующую арочку столбик без накида и 3 воздушные петли. И дальше провязываем столбик с одним накидом. Над каждым столбиком с одним накидом. И далее у нас опять идет повторение наш, задеваю, наш вот этот вот веерочек. Еще разочек я покажу, как его вязать. Итак, начало не меняется. Только в серединке узор. Он очень простой, быстро запоминается. 2 воздушные петельки. Дальше мы провязываем среднюю арочку, столбик с одним накидом и над ним пико. 1, 2, 3. Соединительный столбик. Следующий столбик с одним накидом без пико. Следующий столбик опять с пико у нас идет. То есть через 1. 1, 2, 3. Соединительный столбик. Просто столбик с одним накидом. Еще столбик с пико. Просто столбик. И последний столбик с пико. Всего 7 столбиков получается. Две воздушные. И дальше продолжается. Расслаивается ниточка, а я плохо вижу из-за штатива. Ну ладно. Вот таким образом у нас получается узорчик. То есть, а когда в процессе носки, да, то есть они немножко вот так вот вытягиваются. Единственное, да, то есть, что
вот здесь изначально. Хотя можно и оставить 4 воздушные петельки, оно вообще никак абсолютно не влияет. Посмотрите, не стягивает, ничего абсолютно. То есть как есть, так и есть. Просто дальше можно вязать, ну, то есть как 5 воздушных петель. Такой узорчик. Ну что ж, так. Крючком я вязала 2,5 кловер и пряжа бобинная. Если примерно по метражу, да, если на 100 граммов, сколько это? Ну, где-то 300, наверное, 20, 340, 350, вот примерно вот так. Точнее не скажу. Давайте разбираться, как вязала данное изделие. Ну, начинала я со спинки. У меня с этого края и с этого края 7 столбиков с одним накидом. В середине 5, как по узору. Значит, у меня получилось, если мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ну, почти 8 раппортов. То есть в начале у меня идет 7 петель только. И вот этих вот 8, вот если по веерочкам, то их 8 штучек. Набрала и вверх вязала, 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 вязала на нужную мне длину. То есть у меня по коленочку. Если по сантиметрам, я сейчас скажу, сколько сантиметров я провязала до проймы. У меня получается 61 сантиметр. 61, 62, 61 сантиметр. Далее на пройму, то есть вот у меня с края 7 столбиков с одним накидом. Вот эти, вот, извиняюсь, уехала от камеры. Вот эти вот 7 столбиков я и закрыла на пройму. 7. И здесь вот еще я взяла почти половинку от раппорта. И вверх на высоту проймы. Пройма у меня по высоте. Давайте померяем, какая пройма получилась. 20. 25. Если вот сюда заедет. Так, нет. Да, 25 где-то. 25-26. Она у меня глубоковатая на этом жилете пройма. Хотя в процессе носки как бы все хорошо смотрится. Но мне не хотелось, чтобы был прям впритык под подмышку. Потому что, ну, может быть, я и под водолазочку буду впоследствии носить. И далее. Значит, здесь у меня плечо. Плечо. А плечо у меня 12, без обвязки, 12. Это уже обвязочка с обвязкой. Хотя, чего я? С обвязкой 12,5. Так, значит, вот посерединке. Ничего я-то, кстати, даже на спинке. У меня абсолютно она ровная. Ничего я здесь не оставляла. Вот я смотрю сейчас. Вот, прямо связано. Ничего я не оставляла. Спинку я закрывала прямо. Не делая никаких выемок. Далее полочка. На полочку у меня получилось здесь тоже 7. То есть 1, 2, 3, ну, почти 4 раппорта. То есть вот здесь только 2 дополнительных еще столбика с одним накидом. То есть здесь 7 по краям. Тоже вязала вверх на ту же длину и закрывала на пройму. Так, а раньше я закрывала, давайте посмотрим, на V-образную горловинку. Планочку я так и оставляла, планочку я провязывала, а закрывала я, убавляла за вот этот раппорт, я его
как сказать, забирала потихонечку, вот видите, и сходила. То есть у меня получается, я полностью раппорт я забрала. И V-образный вырез. Что значит забирала, да? То есть 7 петелек я так и провязывала. Вот дальше, например, у меня, смотрите, вот пошел узор, да, новый. У меня должно быть 5 и 5, а у меня здесь 2 воздушные петли, а здесь 5 воздушных петель. Далее посмотрите. То есть у меня должно быть здесь 3 арочки следующие, а у меня 2. То есть здесь у меня пол ракушки, да, пол этого веерочка. У меня всего лишь здесь 3 столбика. Но, правда, я здесь сделала столбик с веерочком, столбик, столбик с веерочком, да. Следующее посмотрите. Здесь у меня должно быть 5, а у меня здесь, ну, то есть как бы только одна. Здесь 4 воздушные петельки. И вот так вот потихонечку я забирала с этой стороны. А потом, когда я вязала вторую полочку, также симметрично забирала с этой стороны, чтобы смотрелось симметрично. Вот. То есть забираем немножечко, то есть делаем меньше, 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 меньше. И вот когда эта ракушечка у меня ушла, ну здесь проще, да, когда у нас мы выходим вот на эти 5 столбиков с одним накидом, мы здесь просто провязываем по 2 вместе, по 2 столбика вместе. И уже у меня потом получилось вот эти 7 столбиков, как они у меня шли с края, и я уже перешла вот на этот вот раппорт. И у меня осталось, получается, да, тут уже у меня пройма подошла, и у меня осталось 2 и половинка от третьего, потому что здесь я также закрыла вот эти 7 и половинку забрала от ракушечек и вязала вперед на ту высоту, то есть примеряя по спинке, сколько нужно. Вот эту планочку здесь, вот от этой вот полочки я вот эту планочку вязала вверх. И вот здесь ее соединительными столбиками, и вот здесь по горловинке я ее потом просто пришивала. Это плечевые швы. Но с лица, видите, вообще практически ничего не заметно. И здесь тоже. И незаметно, где эта планочка. Да? Знаю только я, как говорится. Потом здесь просто столбики без накида обвязано. Обвязано в 3 ряда. 3 ряда столбиками без накида. По разрезам. Мне хотелось побольше. Я сейчас скажу, у меня разрез какой высоты. — 26 сантиметров. Вот, 26. Вот. Это уже с другой. 26. Не натягиваем. Мне хотелось побольше разрезики. Я прошла здесь только один раз. Один раз столбиками без накида. Вот так вот по кругу прошлась и обвязала. Здесь у меня наборный край, обычные воздушные петли были. Не свободный наборный край. Вот. С удовольствием ношу изделие. Ну, как бы мне очень давно хотелось жилет. Именно удлиненный, потому что и с юбочкой, и с брюками. Но я больше ношу с брюками. Такая вот, когда погода еще непонятная. Надел, как говорится, и пошел. Красиво и комфортно. Желаю вам ровных петелек. Кому понравилась моя идея, вдохновляйтесь. Может быть, вы какой-то другой узор возьмете за основу. Может быть, вам просто понравится моя идея, и вы свяжете что-то совсем другое свое. Я желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Пока-пока.